Добрый вечер. Приветствую всех зрителей и подписчиков канала. Сегодня у нас будет видео по программе «Две распаковки от подписчиков». В общем, первая у нас маленькая посылочка. Это Виктор Анатольевич, Мисто Ладыжин. Так, в общем, я надеюсь, тут все будет быстро. Вот. А вторая у нас там большая посылка. Вот. Насчет нее не знаю. Вроде как там, скорее всего, металл будет. То есть, в принципе, будет недолгая. А вообще в планах на выходных сделать одно видео, ну, такое познавательное, короче. В общем, я еще подумаю, на какую тему, и надо будет сделать. Так, медяха. Ага, тут он на коробке, подписчик. Мостик приклеил маленький. Опа, вот так вот. Так, процессор. Так, вот это микросхемка. Такая микросхемка, в общем. То есть, ну, такую 300 гривен килограмм, я посчитаю. В общем, так. Это у нас хорошие чипы, четырехсторонка. Так. Это тоже у нас, ну, хорошие. Двухсторонка. Плоский чип. Вот. И тут у нас... Так, а это у нас эти, как они там называются, биосы. Вот такие вот такой вот формы они. Ну, их тут мало, я их посчитаю вместе с теми, в принципе. Так, и один жесткий диск. Ну и в принципе и вся посылочка. Как бы. Я в принципе, ну, ожидал, что она будет маленькая, поэтому будет быстро у нас это все происходить. Так, жесткий диск у нас 30 гривен. Потом у нас процессор и плата телефона. Ну, в общем, 15 гривен напишу. 15 есть. Так, убираем это дело, чтобы оно не мешало. Так, чуть-чуть меди. Ну, медь я взвешу с пакетом. Пакет не буду отнимать. Хотя пакет тяжелый, наверное, грамм 10 весит. Так, 125 грамм меди, это у нас получается, сколько это у нас получается? 32 и 8. Так, есть. Это у нас медяха. Так, ну и остались такие вот чипы. В общем, я тут все пакеты одинаковые. Я один пакет взвешу, потом просто мы эти пакеты отнимем и все. 4 пакета получится. Так, один пакет у нас весит 2,8, короче. Вот, 2,8 весит пакет. То есть у нас пойдет 3 пакета таких чипов. Минус, ну, 8,5 грамм, то есть у нас получается 123 грамма. 123 умножить на 2,5. Вот это у нас есть. Ну и вот эти дешевые. И дешевые у нас получается, ну, на 10 гривен. Ну и в принципе и все. И вот этот маленький мостик. Полграмма, ну, 5 гривен напишу. Так вот. То есть и первая посылочка совсем маленькая, не знаю. Главное, чтобы, ну, доставка, в принципе, там недорогая, 80 гривен. То есть получается по сумме у нас 40 и 45 это 85 и 15 100. То есть это у нас получается 100 гривен. И чипы у нас получается 250, 50 и 60, короче. То есть получается у нас 410 гривен минус доставка 80. Итого у нас получается 330 гривен. Ну, это я накинул, конечно, сверху. Ну, нормально. В принципе неплохо. Вот. Подписчик писал, что говорит, что мне, говорит, либо выкидывать, либо, говорит, я сдам, хоть какие-то деньги будут.
В принципе, поддерживаю полностью. Стесняться не надо. Любая посылка — это посылка. И, в принципе, для видео вообще то, что надо. Так, сейчас тогда вторая будет. Так, и вторая посылочка у нас с металлом. Металл редко бывает на распаковке, поэтому решил добавить такую посылку. Вот, это у нас Сергей, село Горностайпель. То есть это уже от подписчика не первый раз посылка попадает на распаковку. Почему? Потому что в основном как бы металл. Ну, о чем бы не показать металл, правильно? Вот, потому что чаще всего радиодетали бывают, а металл редко попадает. Тем более, когда, если, допустим, большой вес металла там в мешке присылают или еще в чем-то, я такие посылки не распаковываю, потому что они не подходят под формат. То есть мне смысла нет там, допустим, там мешок меди на распаковку показывать. Это абсолютно неинтересно, как по мне. Так. Главное, чтобы не было никаких непонятных позиций. Так. Это проверять будем. Полубочонки. Так, что у нас тут? Ну, тут у нас неприемные детали. Единственное, что тут два вот таких вот транзистора, они как в полцены меди идут. Так. Ну и вот еще радиодетали. Ну, тут буквально парочка есть приемных. Высыплю потом. Так, тут у нас бумажечка. Ну и тут какие-то детали. В общем-то, в принципе. Так, это у нас что? Алюминий. Пакет алюминия. Ну, я пока выберу это все. Так, пакет алюминия. Тут у нас алюминий первая группа. Вот это отсюда выбрать надо будет. Оно не подходит. Что у нас тут? Пакет с латунью. Пакет с латунью. Еще алюминий. И медяха. И медяшка. Так, в общем, сейчас я тогда пойду возьму весы, и мы продолжим. Так, в общем, организовываем весы. Так, есть. Ну и погнали. В общем-то, медь. Медь у нас 3400 есть. Потом у нас алюмаз 4400, ал 4,4. Есть такое дело. Так, еще есть алюминий. Еще алюминий кило 800, ну кило 900, короче, пишу. Кило 900 алюминия. Потом первичка. Ну, тут есть немного не первичка. Ну, короче, 440 грамм алюминий первый. 0,44 есть. И латунь. И латунь 260. Все, с этим мы закончили. Весы я отсюда со стола приберу, потому что они мешают. Так, что у нас получается? Получается у нас 5, 6,3 на 46, потом первый у нас на 80 и
И латунь у нас 190. Вот так вот. Все, потом подобьем. В общем-то, начнем с радиодеталями. Вот. В принципе, подписчик видосы смотрит всегда. Ну, я так понимаю, очень тяжело ему разобраться, чтобы все точно было. Так. Ну, это импортная микросхема неприемная. То есть мы это... Тут не только микросхема, тут еще и транзисторы есть. В общем, это мы откидываем в срезку. Я добавлю, конечно, от себя за срезку. Ну, вообще такие позиции, в общем-то, ну, тут тоже вот неприемные транзисторы. Вообще, я очень сильно советую, если уж уже, чтобы не отправлять в таком виде, можно оббить вот эти пластик, вот этот весь самостоятельно оббиваете, и у нас остается медь. И кидаете в медь без всяких проблем. А в таком виде, конечно, ну не надо, потому что я этим не занимаюсь, как бы разбором, всеми вот этими моментами. То есть это немного не моя специализация. Если бы, конечно, таких вещей было бы прям очень много в каком-то громадном количестве, понятное дело, я там мог бы договориться с кем-то, человека, допустим, взять на работу, который сидел бы это все чистил. Но на данный момент это не актуально. Так. Что у нас тут? Вот тоже, да, вот. Ну, в принципе, как бы это не прям, ну, на таком количестве не прям это и обязательно, но вообще на будущее лучше приемные позиции отдельно складывать, не кидать вот в этот весь гамус, потому что оно не очень, как это правильно сказать, не по фэншую выглядит. Так, сейчас тогда приемные выберем. Так, это с видимой приемная микросхема. Так, вот желтая кусаная. Так, а это все в срезку полетит. Вот все, что сейчас на столе, это срезка. Многие как бы смотрят, и в принципе я вот в Телеграме общаюсь, да, с подписчиками, и многие уже в принципе за там, ну не все, есть, конечно, подписчики, которым я как бы мне не впадло объяснить, там на фотографиях отметить или там какую-то информацию скинуть или ссылку на мое видео дать, да, если вопрос касается, да, чего-то там. А вообще, в принципе, вот есть подписчики, которые за неделю буквально уже реально профессионалы разбираются. Хотя неделю назад вообще ничего про это не знали и не понимали. Помнили только, что что-то лежит там в гараже, валяется там от деда, там осталось что-то там. Ну, образно говоря, там человек пошел, он реально по видосам разбирается там. То есть все вообще там четко. Вот. Ну, не всем это понятно, конечно, быстро. Многим надо время, чтобы разобраться. Так. Вот, поэтому и стараюсь подлиннее видео делать. Пару человек даже вот недавно написала и в телегу, и в комментариях. Говорит, классно, что у вас такие длинные видео, иначе по короткому я бы просто вообще не понял, что происходит. А так, говорит, реально, ну, говорит, хорошо запоминается. То есть, и даже там пару человек писали, что по несколько раз пересматривали и часовые видосы, ну, чтобы реально оно понятно. Понятное дело, что не делаю акцент на таких деталях, на неприемных или на тех деталях, которые вообще копейки, там 100-200 гривен килограмм, там 70-50 гривен за килограмм. Радиодетали такие тоже есть. Я постараюсь на днях отдельно про них снять ролик. Так, продолжаем. В общем, постараюсь на днях сделать видео про неприемные детали, про детали, которые дорогие. Но я так скажу, я вот скажу, что не получится сделать короткий ролик. Во-первых, в коротком ролике ничего понятно не будет, поэтому придется делать материал длиной минимум час, и он будет касаться только неприемных и дешевых деталей. Просто я постараюсь подробно все это объяснить, проставить таймлинии. Вот. То есть каждый сам сможет там оперировать участками видео, смотреть, кому какая информация нужна, потому что
Я бы этого и не делал, просто очень-очень много пишут и сбрасывают фотографии и не могут понять. Я пытаюсь объяснить и понять не могут на фотографиях, на словах. Это просто тяжело, это все реально объяснить. У людей вот куча разных деталей, импортных, там неприемных. Человек думает, что оно стоит денег, он не может понять. Он сортирует, пытается что-то сортировать, скидывает фотографии. Говорит, вот и у меня все отсортировано, кто по цветам сортирует, кто еще как сортирует. Человек реально тратит время в надежде, что он заработает денег, тратит много времени, у него там есть детали, потом человек, когда человек уже реально там максимально пытаешься объяснить, что с этого вообще ничего не заработаешь, человек расстраивается. Вот. А все это почему? Потому что это большая проблема видеозаписи шортс, коротких видео. Они никакого смысла и никакой более-менее нормальной информации раскрыть не могут. Какое видео за 1 минуту может раскрыть какой-то смысл? Ну, это невозможно. А спамить этими видео, допустим, ну, это совсем не то. Поэтому будем делать так. Если кто со мной согласен, напишите в комментариях. Кто не согласен, напишите в комментариях. Похвала и критика — это всегда хорошо. Так вот это как в полцены меди. Такие вот. А вот эти нет, это срезка тоже. Поэтому мы это убираем. Вот. Ну, вот эти нудные разговоры, конечно, они многим не нужны, потому что многие и так разбираются, кто смотрит. Может, даже есть тот, кто и лучше меня разбирается, поэтому как бы... Ну, а для основного количества аудитории, да, которые смотрят, им это очень нужно. Потому что реально разбирающихся в ломе деталей людей, в принципе, не так уж и много. Вот. Ну, здесь полный, как говорится, провал. Это все неприемные полубочонки. Они должны все быть на магнит браться, они должны быть все совдеповские. Вот. Поэтому я сейчас за вот эту срезку, я не знаю, 20, там ее совсем мало, я напишу вот так вот, 25 гривен напишу просто. И все. Вот. Это чисто это от меня так, потому что тут реально, тут я даже не знаю. Тут на самом деле даже на 10 гривен нет. Тут очень маленький вес. В районе там 150-200 грамм это максимум. Вот. Учитывая среднюю стоимость срезки там от 40 до 70 гривен, да, возьмем. Но это реально там на 10 гривен получается. Поэтому мы это, короче, так. И вот все, что мы выбрали. То есть у нас получается 4 гривны. Вот эти две медяшки. Сейчас я их взвешу. Чисто. Ну, тут совсем мало, конечно. Вот. То есть у нас получается на 3 гривны вот этих вот. То есть получается у нас 3 гривны плюс микросхема вот это 4 гривны плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 и 8, 64. Так, и у нас получается 7, 32, 96. А это нам надо подбить. Сейчас я тогда на паузу поставлю, подобью и мы продолжим. Так, в общем, общая сумма по посылке у нас получилась 1940 гривен. Все посчитано. Вот, посчитал на калькуляторе, потому что на предыдущем видео мне подписчик пишет в комментарии, говорит, я бы вот все, говорит, классно, видео классные, но я, говорит, вот это вот мне не нравится, что вы вот в уме считаете, а если вы допустите ошибку, это же все-таки деньги. Во-первых, это развлекательный контент, развлекательно-познавательный, во-первых. Во-вторых, после того, как я опубликовал видео, я не беру, допустим, и не сразу делаю оплату. После того, как я скинул видео, в YouTube залил, правильно, я потом взял, сам уже на калькуляторе посчитал и исправил все. Это во-первых. Во-вторых, есть огромное количество подписчиков, которые в первые полчаса, час видео после загрузки они посмотрят и они уже напишут все ошибки, которые я допустил. Во-вторых, в-третьих, еще могут быть еще какие-то нюансы возникнуть. Поэтому оплата, скорее всего,
производится за посылку там на следующий день. Почему? Потому что могут возникнуть какие-то нюансы, правильно? А по поводу вот этого, что я там в уме считаю, я могу вообще от балды считать в уме, примерно какие-то цифры ставить, записывать их в итог. Потом, конечно же, много зрителей и подписчиков начнут писать: да, там неправильно посчитал, там неправильно посчитал, там неправильно посчитал. Ну, с какой-то стороны это и правильно, потому что большое количество комментариев под видео поднимает активность видео, правильно? А исправить я могу и сам. Я могу сам взять калькулятор, за минуту все исправить, все, что я допустил в уме. Но это вообще не вопрос. Это ж, ну, а как вы думали? Ну, это ж не происходит все как в реальном времени, да? Это происходит, это можно потом еще какие-то коррективы сделать по неправильным подсчетам или еще чему-то там. Вот. Поэтому очень хочу выразить благодарность всем зрителям и подписчикам, которые посмотрели видео. Огромная просьба подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Всем хорошего вечера и всем пока.